Bluetooth наушники открытого типа с S-образным мостом для комфортной посадки, кейсом с дисплеем для отображения заряда, звучанием Hi-Fi качества с эффектом объемного пространства, системой направленного звучания, Bluetooth чипом версии 5.4, микрофонами с технологией шумоподавления для вызова на базе AI, 28 часов воспроизведения музыки с кейсом и 5 часов на одном заряде наушников, поддержка фирменного приложения. Обо всем этом можно прочесть, разумеется, в рекламе к наушникам под названием Xiaomi Hello Air Free. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, сейчас я вам, как всегда, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется Air Free в небольшой коробке из плотного картона. На коробке есть название, краткие характеристики и изображение модели. Упаковка обыкновенная. В комплекте у нас кейс, наушники, краткое руководство и кабель для зарядки с USB-A на Type-C. Один наушник весит 5 граммов, а кейс 31,5 грамм. Габариты кейса и наушников вы видите на экране, звуковод круглый с металлической сеточкой. Далее, 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю по одному смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот канал с колоколом, либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в Телеграме, и вы автоматически в розыгрыше. Помимо этого, еще iPhone 16 на Новый год я разыгрываю. Условия в ролике по ссылке в описании, там тоже все просто. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. Перейдем же к наушникам. Для тех, кто не знает, сразу скажу, что Air Free — это фактически копия фри-клипов от Huawei. Плохо это или хорошо, решать вам, я лично не в восторге, но с другой стороны, возможно, из-за наличия подобной модели у бренда Halo, у них будет больше узнаваемость. Это раз, два, опять же, фри-клипы от Huawei стоят просто как крыло самолета. При этом всем решение установить дисплей с отображением заряда аккумулятора на фронтальную часть кейса очень сильно его внешне дешевит. Такое можно встретить очень часто в китайских наушниках каких-нибудь OEM, у которых нет бренда, который просто клепает какой-то из китайских заводов. В продаже есть черная, белая и фиолетовая расцветка данной модели. Форма кейса овальная, основная часть кейса выполнена из матового пластика, а крышка имеет глянцевое покрытие. Качество материалов с учетом стоимости, как по мне, не лучшее. Дизайн кейса восторга не вызывает, но с другой стороны он обыкновенный. Кейс крупный и в кармане мешается. Далее на корпусе расположили разъем Type-C, надпись Hello, как я уже говорил, экран с отображением заряда кейса. Открыть кейс одной рукой можно. Шарнир пластиковый, крышка в открытом состоянии фиксируется, но люфт у крышки очень заметный. Хлопок при закрытии кейса звонкий и громкий. Внутри расположили два места под наушники с двумя контактами для зарядки в каждом. Наушники в кейсе гуляют, вытряхнуть с закрытой крышкой наушники у меня не получилось. А с открытой крышкой много усилий прикладывать не приходится. Извлекать наушники из кейса удобно, как и устанавливать их обратно. Переходим к наушникам. Наушники выполнены из матового и глянцевого пластика плюс S-образный мост. Соединяющий два блока выполнен из полимерного материала TPU с эффектом памяти. Но регулировка размера реализована самым простым способом. Дизайн, как я уже говорил, копия модели FreeClip, только наушники, разумеется, выполнены из более дешевых материалов, как и бокс. Посадка неплохая, сидят наушники довольно уверенно в ушах, во время пробежки они не слетают, и лично мне приходится их иногда только поправлять. Дискомфорта данная пара не доставляет даже при длительном прослушивании музыки. Отмечу, что уши быстро привыкают к ним, после чего забываешь о том, что наушники находятся в ушах. Подобный форм-фактор однозначно на любителей, скорее всего, они больше подходят женской половине населения. Хотя это все вкусовщины. Далее на корпусе есть микрофоны ME-MS с шумоподавлением на базе AI, маркировка Left-Right, контакты для зарядки и сенсорные панели. Из тапов на борту плей-пауза, переключение треков, ответ-сброс вызова, регулировка громкости и включение режима низкой задержки. Вызова голосового ассистента нет. На команды наушники откликаются с трудом, только команда play-пауза двойным тапом срабатывает корректно. Настроить команды под себя можно, но толку от этого ноль, потому что все команды, кроме двойного тапа, работают очень плохо. Ложных срабатываний я не встречал, включение и режим сопряжения сопровождаются системными звуками, а остальные команды не имеют озвучивания. Далее оснащены наушники 11-мм динамическими драйверами с направленным звуком и технологией для снижения утечки звука. Поддержки каких-либо дорогих технологий в данной модели нет. Заряд наушников в шторке отображается по одному, наушники работают, но при подключении с небольшой задержкой. Функция автоматической паузы Air Free не поддерживает, так как нет датчиков обнаружения. Автоматически они подключаются только после изъятия наушников из кейса. Кейс не умный. Далее, емкость аккумулятора кейса 350 мАч, полный цикл зарядки кейса занимает 2 часа, емкость одного наушника 40 мАч. Полный цикл зарядки наушников от кейса 1 час 30 минут занимает. Отыграла данная пара на 100% громкости по
по кодеку AAC 3 часа 50 минут. Если же слушать музыку на 50% громкости, то автономность будет в районе 5 часов 30 минут. А с кейсом они могут прослужить не больше 23 часов, если использовать их на 100% громкости. Далее, заявленной водонепроницаемости у наушников нет. Несмотря на это, я протестировал их на водонепроницаемость, окунув в проточную воду, мой экземпляр не пострадал. Но неизвестно, что с ним произойдет в ближайший месяц. Летим дальше. Приложение, к которому можно подключить Halo Air Free, называется Halo Sound. В приложении отображается заряд наушников в процентах, 6 предустановленных эквалайзеров, так называемых пресетов. Как по мне, они больше для вида, не особо они и работают, но с другой стороны, хорошо, что они есть. А вот кастомного эквалайзера, к сожалению, нет. Далее можно воспользоваться поиском наушников звуковыми сигналами и обновить прошивку. Мне обновление уже прилетало, но обновить сразу мне не удалось. Приблизительно с 4-го раза все вышло. Приложение работает некорректно, изредка оно зависает, плюс перевод местами тоже некорректный. В целом пользоваться можно, оно не мракобесное, но и радости не вызывает никакой. Bluetooth версии 5.4, за что отдельный плюс. Понятно, что есть уже 6.0, но я нигде не видел выше 5.4, чтобы где-то ставили. Из кодеков на борту только SBC и AAC. Через одну стену наушники от смартфона не отваливались, как и через две, но изредка проскакивали фризы как в помещении, так и на улице. Задержка на YouTube незаметная, в играх задержка с включенным игровым режимом приемлемая, играть можно. Но минимальной она не является. Для игр я все-таки присмотрел бы более что-то подходящее. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны из-за форм-фактора ушей, как по мне, справляются хуже, чем наушники с ножками в этой ценовой категории. В любом случае, в тихой обстановке перекинуться пару фраз можно, но комфортно говорить вы не сможете. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов беспроводных наушников Xiaomi Halo Air Free, да, это те, которые копия Huawei-евских фриклипсов. И насколько хорошо отрабатывают микрофоны, вы слышите. Отрабатывают они плохо, мягко скажем. И это неудивительно, потому что микро находится максимально далеко от источника звука, от вашего рта. Что-то как-то где-то вы сможете с ними поговорить, но, как говорится, по минимуму. Звучание. Один из плюсов данной модели — это звук, так как я ожидал чего-то худшего. Звук неплохо сбалансированный и детальный, середина проработана хорошо, высокие звучат приятно, но им слегка не хватает выразительности. Низкие частоты реализованы хорошо, с учетом открытого типа наушников. Мы помним, да, что у затычек с басами лучше, у вакуумных. Однозначно, если вам импонирует подобный дизайн наушников, советую послушать эту пару, как бы она ни была плоха в плане сборки или проблемы работы с приложением или материалов, или функционала. В звуке они хороши. Из минусов: кейс неумный, дешевые материалы кейса, плохо работает сенсорная область для управления, ну еще много всего, но оно все нивелируется стоимостью. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, там всегда много полезного. Телеграм-канал взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Этим вы очень сильно поможете проекту. Резюмирую, Xiaomi Halo Air Free как модель не особо мне импонирует, так как я уже тестировал наушники Halo Free Clip, но при этом прекрасно понимаю, что Air Free хороший выбор для тех, кто себе хотел наушники от Huawei, но отдавать такие деньги за них не готов, потому что там, конечно, лютейший оверпрайс. Мне девайс понравился как по части звука. К слову, насчет плохой работы сенсорных областей, возможно, так дела обстоят не во всех экземплярах, а мне просто так не повезло. Поэтому от меня девайс сюда. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Кто за комментарии оставит, двойное спасибо. Добра и удачи вам, дорогие друзья.